Всем привет! Меня зовут Деев Константин, и сегодня у нас на обзоре будет два легендарных микрофона от фирмы Shure. Это будет микрофон SM86, конденсаторный микрофон для сценических выступлений, и микрофон тот, на который сейчас идет запись, и на нем мы проведем обзор вот этого микрофона SM58. То есть сейчас будет звучать микрофон SM58. Это динамический микрофон от фирмы Shure. Причем это американский микрофон 80-х годов выпуска, который мне дали мои знакомые на использование. Ну а если вам интересно сравнение, как звучит оригинальный американский, оригинальный мексиканский или оригинальный китайский микрофон Shure, то вот здесь появляется ссылочка на этот обзор. Вы можете послушать, там сравнение идет SM58 от разных заводов-производителей, да, в Америке, в Мексике, в Китае. Идет сравнение не с репликой, а с микрофоном фирмы Fender из комплекта Fender Passport, который, кстати, является практически аналогом фирмы вот этой вот Shure. SM58, и звучит очень-очень похоже, то есть без наушников вы не различите. Ну а начнем мы с вот этого микрофона. SM86 это конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Что такое кардиоидная диаграмма направленности? Кардиоидная диаграмма направленности у SM58 и у SM86 одинаковая диаграмма направленности. То есть он ловит шариком. Я могу вот здесь чуть-чуть поговорить, вот здесь чуть-чуть поговорить. Звук будет примерно не меняться. И если вы одновременно поете и играете на гитаре, то микрофон с кардиоидной диаграммой направленности будет для вас идеальным, потому что вы можете, допустим, вы поете, вам нужно взглянуть что-то на гриф, да, вы потерялись, сориентироваться там в аккорде, или вам нужно опустить взгляд вниз, посмотреть на педаль лупера, да, когда вы переключаете там какие-либо фразы между собой, то вот этот микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, он вам будет прощать вот такие огрехи. Значит, что такое суперкардиоида? Суперкардиоида – это микрофон бета-58, то есть не SM58, а бета-58. Он более дорогой, то есть если микрофон вот этот вот, давайте будем ориентироваться на как бы американские цены, да, ну и можно будет сравнить с нашими. То есть вот микрофон SM58 в Америке стоит в районе $100, у нас он стоит в районе 12-13 тысяч рублей. Значит, микрофон SM86, тот, который мы с вами будем рассматривать, стоит в районе $200 в Америке, и у нас он стоит в районе 25 тысяч рублей. И, соответственно, микрофон Beta58 – это динамический микрофон, такой же, как этот, да, но более крутой Beta58, он стоит тоже в районе 24 тысяч рублей, то есть вы можете взять или динамический Beta58, или конденсаторный SM86. В чем разница между микрофонами Beta58 и просто 58? Первое, они отличаются диаграммами направленности. То есть микрофон Beta58 имеет суперкардиоиду. Это значит, он у вас здесь ловит узким полем, он не берет ничего по сторонам, да, он меньше натягивает звука со сторонних инструментов, но у него есть маленький хвостик, то есть он берет спереди микрофона много и сзади микрофона чуть-чуть. Beta58 берет с тыльной стороны микрофона, он тоже захватывает звук, то есть он вам будет захватывать звук зала. И вы, если используете не ушной мониторинг, а используете напольный мониторинг, вы не сможете поставить монитор прямо напротив вас. Он у вас будет, Beta58 будет ловить ваш монитор снизу. Вам его придется или справа от себя ставить, или слева от себя. Перед собой вы напольный монитор поставить не сможете. Значит, вторая разница между SM58 и Beta58. Beta58 более яркий микрофон. У него больше высоких частот, больше высокой середины, то есть он более яркий, у него больше, соответственно, диапазон
частот, которые он ловит. То есть этот микрофон ловит до 16 тысяч килогерц, бета ловит до 18 тысяч килогерц. Соответственно, там больше высоких частот, но это не главное. Вот Fender по тембру, по окраске он больше похож на бета 58, то есть он там побольше высоких частот. Вот. Но и побольше гнусавости. У Шуриков гнусавости нет, то есть звук в микрофонах Шура, он всегда будет чистый. Да, и, соответственно, если вы используете какую-то реплику, они будут похожи, но он будет гнусавить. И, соответственно, самое главное преимущество бета 58, у него больше выходной сигнал. То есть вот этот микрофон Shure SM58, чтобы раскачать на звуковой карте Steinberg, мне пришлось практически на предпоследнее деление поставить степень усиления. Значит, что происходит с лупером? Лупер вытягивает вот этот микрофон SM58, но это уже на грани, то есть там начинают появляться шумы. У бета 58 у него сильнее уровень выхода, соответственно, вам меньше нужно ставить усиление, и вы получаете меньше шумов вашего предусилителя. Что такое вообще SM58? Это аббревиатура «студийный микрофон 58». Разрабатывались они в 70-е годы 20 века. И, соответственно, вот этот микрофон, он идеально будет звучать с транзисторными усилителями, которые имеют яркий окрас. То есть вам нужен будет красящий предусилитель или с пультами 70-х годов, или с блоками, линейками из этих пультов. Но дело в том, что блоки линеек из этих пультов или предусилители 70-х годов, которые красят звук, они сейчас будут стоить в районе $2000 за микрофонный предусилитель. А если вы воткнете вот этот вот микрофон, который у меня сейчас стоит здесь, Shure SM58, в обычную звуковую карту, вы получите довольно-таки обычный звук. Его можно, конечно, потом плагинами подкрасить, да, что-то получить красивое из него, что-то сделать, но это вам придется колдовать потом. То есть этот микрофон рассчитан на красящие предусилители 70-х годов. Что касается вот этого микрофона SM86, он разрабатывался в 2000-е годы, то есть дата его выхода — это начало 2000-х годов, это конденсаторные микрофоны. И давайте его уже наконец-то откроем. Да, это, надо сказать, единственный мексиканец, который мне удалось найти в Москве. Ну, то есть он, наверное, не единственный, они есть еще. Но если вот в 2024 году летом найти SM58 ни мексиканского производства, ни американского производства, вы уже не сможете. Официально их завозят магазины, которые торгуют такой техникой, заводят только китайские заводы. То SM86 — это мексиканский микрофон, и я его брал в Мусторге. Соответственно, вы можете поторопиться, вы можете еще взять мексиканца себе, то есть хороший вариант. Вот, значит, вот так он выглядит. Давайте его сейчас посмотрим визуально. Там на резиновом подвесе находится конденсаторная мембрана, да, но надо понимать, что все конденсаторные микрофоны такие концертные, это электретные микрофоны, то есть там маленькая мембрана. Ну и сейчас мы на него переключимся и дальше посмотрим, какие плюсы и минусы есть у него. Итак, у меня на стойке наконец-то оказался легендарный микрофон от фирмы Shure SM86. Это конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Такой же, как и SM58, то же самое, но это динамический микрофон, вот этот вот, с кардиоидной диаграммой направленности, а это конденсаторный. У него гораздо больше высоких частот, и если вам нравится, как ваш голос звучит в дорогой студийный микрофон, допустим, фирмы Neumann или микрофон фирмы Rode, я сравнивал этот микрофон с студийным конденсаторным микрофонным
фирмы Rode, они звучат очень-очень похоже. Да? И если вы такой же голос хотите получить на сцене, то, соответственно, вот это ваш выбор будет. У него есть как плюсы, так и минусы. Давайте пройдемся по моделям чуть-чуть. Значит, стартовая модель для конденсаторных микрофонов начинается от $200. Она называется Shure SM86. Микрофон Shure SM87 больше не выпускается. То есть, если вы видите где-то микрофон SM87, это или очень старый микрофон, или, соответственно, это реплика или подделка микрофона фирмы Shure. Существует микрофон Beta87A и Beta87C. Beta87A он стоит на $50 дороже, чем обычный SM86. Значит, Beta87A это микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности. В начале видео мы с вами уже смотрели, что это такое. И есть микрофон Beta87C. Это микрофон точно так же с кардиоидной диаграммой направленности. Значит, чем отличается 86 и 87 микрофон? Этот микрофон, он создает вам идеальный звук, уже готовый. То есть вы можете воткнуть его в ваш лупер, вы можете воткнуть его в пульт звукорежиссерский. Вам не нужно будет выкручивать частоты. Он как есть, он дает уже готовый звук. То есть у него вам может показаться, чуть-чуть будет не хватать там низких частот, да? Но он дает студийный готовый звук для концерта. Чем отличается 87-й микрофон серии Beta87? У него при отдалении, скажем так, у вас низких частот будет больше. При приближении, когда вы приблизились к нему, эффект proximity, да, он вам будет срезать низкие частоты. И на приближении, когда вы поете в 86 или 87 микрофон, они будут звучать одинаково. То есть 87 при приближении он снижает, делает обрезку низких частот. Ту же самую обрезку низких частот вы можете сделать на пульте. Да? А вот при отдалении в 87-м низких будет больше, а при приближении они будут звучать одинаково. Ну и, соответственно, Beta87A это у нас суперкардиоида, а Beta87C это кардиоида, то есть такой же, как SM86. Что такое микрофон KSM9? Это микрофон стоимостью около $700. Это самая дорогая конденсаторная модель, которая есть у фирмы Shure для концертных выступлений. И этот микрофон обладает переключателем между суперкардиоидной и кардиоидной диаграммой направленности. То есть вы можете взять себе два микрофона, один суперкардиоиду, другой кардиоиду конденсаторных от фирмы Shure, или один микрофон с переключателем. И он будет более дорогой и более понтовый. Ну а теперь давайте поговорим, кому микрофон SM86 подходит и когда на него люди начинают переходить. Потому что конденсаторные микрофоны на сцене имеют как плюсы, так и минусы. Ну что ж, если у вас яркий рок-вокал, да, и яркий голос, то вам вполне подойдет микрофон Shure SM58. Этот микрофон прощает многое, он прощает перегрузки, прощает, скажем так, неточное интонирование, сглаживает все эти нюансы, потому что он передает меньшее количество звуков. То есть динамический микрофон в силу того, что у него довольно-таки жесткая мембрана, не может передавать верхний диапазон частот. Да? Мы его можем как-то там поднять, дорисовать, но его у него практически нету. Значит, микрофоны конденсаторные передают весь спектр частот, они передают более естественно голос. Какой минус? Вот слышите, сейчас на улице лето, за окном летит вертолет. И этот пролетающий вертолет мы с вами слышим сейчас, потому что микрофон конденсаторный будет улавливать все вокруг, то есть все звуки. Вертолет за открытым окном сзади меня, но мы все равно его слышим. Да? Почему не используют большие студийные с большой мембраной микрофоны на сцене? Они будут улавливать все, практически все, что вокруг, все происходит, вот они будут ловить. Эти микрофоны, они рассчитаны так, что они, конечно же, подавляют акустическую обратную связь,
но они ловят гораздо больше всего, что происходит вокруг. Поэтому, если вы используете ушной мониторинг, вот такой вот, допустим, от фирмы Sennheiser, да, или от фирмы Shure, то есть вы вставили себе ушки, и у вас тихая сцена, как это называется. То есть у вас все ваши инструменты звучат в процессоре эффектов, да, никаких мониторов на сцене нет, у вас у всех ушной мониторинг. Вот в таком случае вам конденсаторный микрофон будет подходить, если у вас тихая сцена. Если у вас орет на сцене куча комбиков, да, вы играете не акустическую какую-то музыку, как я, а играете тяжелый рок, да, у вас там все на сцене гремит, шумит, то в таком случае вряд ли вы сможете использовать конденсаторный микрофон на сцене. Значит, второй плюс, который вы получите. Вы слушали концерты зарубежных исполнителей. И почему зарубежные исполнители предпочитают использовать конденсаторные микрофоны на сцене? Их концертный звук звучит практически так же, как студийный. Как я уже говорил, имея жесткую мембрану и обрезанный диапазон высоких частот, получить идеальный концертный звук с динамического микрофона никак не получится. Для этого нужен конденсаторный микрофон. Этот микрофон вам даст студийное качество звука на сцене. То есть, если у вас хорошая система звукоусиления, у вас это будет звучать просто идеально. Если у вас плохая система звукоусиления, дешевые какие-то колонки, у которых там, вы получите больше высоких частот, ваш голос будет с конденсаторного микрофона в плохой системе звукоусиления звучать более естественно. Еще раз напоминаю, это разработка конденсаторные микрофоны начала 2000-х годов. То есть это уже линейные предусилители, которые не красят. А это разработка 70-х годов, конца 60-х. Вот, этот микрофон дает более естественный, более натуральный звук. И если вы хотите, если вы записываете ваш концертный звук куда-то на рекордер еще и хотите потом получить концертное звучание высокого качества, то, конечно же, вашим выбором будет именно конденсаторный микрофон. Ну и чтобы провести хоть какой-то тест, да, небольшой, мне не нравятся тесты, которые идут с музыкальным сопровождением, поэтому я сейчас, наверное, попою чуть-чуть акапелла, да, но еще раз напоминаю, если вы хотите услышать разницу между вот этим микрофоном и вот этим микрофоном, вам нужно будет надеть наушники. Наушники могут быть канальные мониторы, могут быть студийные наушники, большие лопухи, да, но послушать этот тест именно в наушниках. Ну, а я попробую спеть вам песню акапелла, также вы ее можете вот здесь послушать, как она звучит в оригинале. Пьяный рыцарь в небе ночном, как кружится твоя голова. Ты ушел в себя и бросил копье, но попал совсем не туда. Ты хотел время счастья продлить, но разбил ты большие часы. А теперь уже поздно грустить, а теперь остались лишь сны. Она ушла. Вы послушали кусочек акапелла, да? Прошу заметить, что сейчас я пишу этот ролик не в квартире, а в довольно-таки большом зале с голыми стенами, который обладает объемом комнаты, room, да, здесь натуральная реверберация, и вы можете послушать, как вот этот микрофон вам будет ловить реверберацию, да, какого-то небольшого помещения, ну, метров, наверное, 30. И вот этот микрофон отмотайте назад, послушайте, как он ловит эхо, да, то есть эти микрофоны записаны сейчас без какой-либо обработки, без компрессоров, только без эквализации, без реверберации, без эха, без дилея, без всего. То есть это чистый звук микрофона, вот так, как вы его воткнули, да, так вы его и получили. Ну что ж, я вам рассказал о плюсах и минусах конденсаторных микрофонов.
По обратной связи, уровню обратной связи, вот этот микрофон SM58 и вот этот микрофон SM86, они будут примерно одинаковые. Как я уже сказал, внешнего звука SM86 будет налавливать больше. Обратите на уровень шума, который дает микрофон SM86 в паузах между словами и SM58. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезным. У меня за окном шуршит дерево. Мне будет приятно, если вы перейдете и послушаете композиции, которые я записываю, да, или это композиции в технике Live Looping. Это мои лайв-сессии, скажем так. Или зайдете на Яндекс.Музыку, поищите музыку Константин Деев. Там есть и рок-музыка, и инструментальная музыка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч!